Среди бескрайних просторов Атлантического океана спасательное судно натолкнулось на удивительное зрелище. Огромный пассажирский корабль медленно дрейфовал в одиночестве. Этого красавца звали Гудзоном, но это имя не имело никакого отношения к известному английскому мореплавателю. Вылитая утопия современного судостроения, он мерцал в океанской зыбе, оставляя спасателей в растерянности. Команда мгновенно почувствовала в этом нечто зловещее. Погода была идеальной, морем спокойным, но атмосфера вокруг корабля была пропитана мистической напряженностью. Казалось, будто Гудзон потерял связь с окружающим миром, словно остался в другом времени и пространстве. Ни сигналов бедствия, ни признаков жизни, только эхо времени и волны, мерно ударяющиеся о стальные борта колосса. Капитан немедленно отдал приказ подготовить разведывательную группу. Находка такого масштаба не могла быть случайной, как не просто так даром океан выбрал для показания свою жуткую тайну именно этот участок спокойных вод. Не пройдет и миг, как пассажиры спасательного судна первой ступят на палубу этого молчаливого гиганта во тьме океанской глубины. Прямо сейчас их ждет начало головокружительных событий. Первые шаги на борту команда спасателей осторожно поднялась на пустынную палубу корабля Discovery. Этот исторический артефакт, дрейфующий среди вечно неспокойных волн, оказался в центре загадочного инцидента в начале 17 века. Тогда на судне решился его последний капитан Генри Гудзон, чья последняя экспедиция закончилась трагично. Исторические факты о бунте команды на Discovery звучат как мрачная легенда. Недовольство экипажа росло из-за условий экспедиции, что привело к коварному перевороту. Самого Гудзона, его сына и несколько верных моряков высадили в шлюпку, оставив их на произвол судьбы в ледяных водах без еды и оружия. Интригующий парадокс: судно вернулось в Англию без своего командующего, а сам Генри и его товарищи исчезли бесследно. Внутри Discovery атмосферу напряжения ощущали даже спасатели сквозь столетия. Пространство хранило эхо событий, напоминая об ушедших временах. Тайна исчезновения капитана и его команды продолжает волновать умы историков и искателей приключений. Необъяснимая пустота, оставшаяся после драмы, порождала догадки и теории, пытаясь раскрыть, какая неведомая сила вмешалась в судьбу великого мореплавателя. Но вскоре команда наткнулась на нечто, что могло пролить свет на тайну Discovery. Следы спешного бегства. Когда спасательная команда начала исследовать внутренние помещения Гудзона, увиденное поставило их в тупик. Это был настоящий хаос. Разбросанные личные вещи, перекинутые через стулья и обитые парусиной лавки. В каждом уголке оставались следы давнего человеческого присутствия, но не было ни единой живой души. Каюты были не такими роскошными, как предполагали многие. Это были тесные простые отсеки, где пассажиры и экипаж, вероятно, скрывались в ожидании какой-то угрозы. На картах, оставшихся на мостике, команда увидела маршрут, прерванный в самом разгаре. Журналы и записи внезапно обрывались, их последние строки скрывали намеки на напряженность и недобрые вести. Интересно, что этот таинственный корабль не просто замерз в заливах, как это когда-то случилось с Discovery Генри Гудзона в 1610 году. Тогда знаменитого капитана вместе с несколькими оставшимися верными людьми высадили за борт. Судьба их остается невидимой тайной по сей день. Но что пересекло пути этого судна на современности? Какая опасность заставила всех покинуть его? Как давно это произошло? И почему следы ужаса остались столь явными? Ответы должны были появиться где-то на борту. Команда почувствовала, что это лишь начало раскрытия странностей вокруг корабля. Ведь загадки продолжают притягивать, как магнит, стоящий в эпицентре бурного океана воспоминаний. Необычные записи. Среди массы беспорядка на Гудзоне спасательная команда внезапно натолкнулась на нечто захватывающее. Стопку старых бесформенных журналов. Покрытые слоем векового пыли, они таили в себе шокирующие записи, настолько странные, что невозможно было оторваться. В этих страницах прошлое оживало и требовало внимания, как некий зловещий магнетизм. Поначалу все было стандартно. Информация о курсах, погоде, рутинные судовые заботы. Однако, чем глубже они вчитывались, тем чаще встречались свидетельства о необычных явлениях. Рассказы о неистовых огнях, мелькающих вдали в ночное время, и их неведомом происхождении. Призрачно пропадающие запасы провизии и инструментов не имели объяснений, что лишь усиливало мистический ореол вокруг корабля. Особенно обеспокоили спасателей упоминания об обошедших стороной видениях и трагических несчастьях, которые не могли быть просто воплощением кошмаров. Члены экипажа писали о шепоте за стенами, призраках в коридорах и темных силуэтах, исчезающих как дым. Такие утверждения с трудом вмещались в рамки обычного опыта, но создали ощущение, что на судне развертывалась не только физическая битва за выживание, но и некая мистическая схватка. Это открытие оставило вопрос
вопросы больше, чем ответы. На борту Гудзона возросло ожидание новых находок и разгадок, будто он готовился поднять завесу тайн, сокрытых за его сталью. Независимо от долготы и сложности пути перед ними, выходило на свет нечто, что указывало на продолжение странных приключений спасательной команды. Неизвестные сигналы. В Гудзоне воцарилась тихая, но жуткая атмосфера, как будто само судно шептало истории из другого времени. Хотя эхо из прошлого было неподвластно науке объяснения, внимание спасателей вскоре привлекла следующая загадка. Среди собранной радиоприемником чепухи можно было уловить отголоски фраз. Это было похоже на игру воображения, спровоцированную усталостью. Возможно, таинственные радиоволны были плодом смятения и тревоги, овладевавших командой. Вопрос не отпускал. Если корабль обречен дрейфовать в безлюдии, то откуда исходит эта упорная связь? Словно снежный ком, собиравший все больше загадок, Гудзон готов был преподнести еще одну. Непредусмотренное, хотя и отправление этого судна сравнимо с легендарной экспедицией Генри Гудзона на Дискавери в 17 веке. Наследие переживаний и истории мореплавателей тех времен порождало идеи и легенды, которые вправду тревожат умы исследователей по сей день. Эти необычные события на Гудзоне только усилили желание команды раскрыть новые детали своей поразительной находки. Ведь не случайно старая карта повела их в неизведанные дали их маршрута, словно в грядущей главе готовится всплыть еще более поражающая тайна. Координаты необозначенного маршрута. На борту обнаруженного судна спасательная команда наткнулась на карту, укрытую пылью времени. Эта находка разожгла надежду на раскрытие истины, как неразгаданная головоломка из прошлого. Однако вместо фантастической мистификации перед ними лежала свидетельская рукопись того, куда на самом деле направлялся корабль. Эта карта отражала привычные маршруты северных экспедиций, напоминающих о памятных местах, открытых Генри Гудзоном, таких как его знаменитый Гудзонов залив. Карты, хранящие в себе память о смелых исследованиях, предпринимавшихся с целью найти северо-западный проход. Эти места не были загадочными, а напротив, стали частью истории и картографии. Именно такие географические трудности и бунт команды в 1610 году бросали вызов будущим мореплавателям. История об этом бунте рассказывает о том, как экипаж оставил верного капитана в дикой природе, и окончание экспедиции стало трагическим. Эти события были и остаются важными уроками для искателей приключений, борющихся на краю неизвестного. Таким образом, карта на Гудзоне раскрывает не мистику, а подтвержденную географию и траектории, составленные мужественными исследователями прошлого. Пристальное изучение подобных маршрутов помогает не забывать о подвигах великих мореплавателей, оставивших след в летописях истории. Каждое открытие не случайно. Оно вплетается в большую канву событий того времени, что пусть мимолетно, но сходит на Гудзон, укрытый ледяной пустыней. Исчезнувшие пассажиры. Команда исследователей, пребывая на Гудзоне, обнаружила следы, которые постоянно направляли их мысли к событиям далекого прошлого. Оценив находку на борту, они вскоре столкнулись с интересной деталью. Судовая документация, указывающая на бунт времен капитана Генри Гудзона. Это имя хорошо известно в истории благодаря драматичным событиям его последней экспедиции в северо-западном проходе на борту судна Discovery в начале 17 века. На борту Гудзона спасатели наткнулись на документы, отсылавшие ко временам, когда поздней весной 1611 года недовольный экипаж Гудзона мятежно выслал его самого, его сына и несколько членов команды в небольшую шлюпку. Судьба их осталась тайной для всех последующих веков. Это событие отразилось в истории как загадочное исчезновение в ледяных водах сурового Гудзонова залива. На борту было странное ощущение, будто древние события повторяются снова. У капитана Гудзона не было сотен пассажиров, как на современных океанских лайнерах. На судне находилось не более полусотни человек, включая экипаж и исследователей, стремящихся к неизведанным землям. Именно эта группа оказалась втянутой в трагически завершившуюся схватку за выживание, оставив след в виде загадок и легенд. Изучая судовой список и переворачивая страницы истории в поисках ответов, спасательная команда ощутила, насколько важно помнить об этих уроках прошлого. Казалось, что на этом корабле пересекаются временные линии, соединяя живых с призраками давних времен и возвращая вновь к тайнам, которые иногда невозможно объяснить, но которые продолжают волновать ныне живущих. Тайны глубин еще предстоит раскрыть, и корабль готов был поведать свои более мрачные саги, оставшиеся между строк. Странные символы. В одном из узких коридоров Гудзона спасательная команда наткнулась на необычную находку. Стены были покрыты символами, которые будто всплыли из глубин веков. Эти знаки не были просто рисунками, они напоминали рунические или навигационные символы, которые иногда встречают на старинных судах. Внимание команды было захвачено, когда они осознали, что надписи на самом деле координируют сложную навигацию или указывают на особое значение. Символы были размещены таким образом, что их присутствие очевидно не случайно. Возможно, это были ритуальные или навигационные
навигационные метки, оставленные, чтобы указать на неизвестное место назначения или спрятанное сокровище. Тайные знаки, словно перенесенные из морских легенд, подняли тревогу среди спасателей, напоминая легенды о загадочных судах-призраках, таких как летучий голландец. Однако мысль о том, что эти символы могут обозначать нечто большее, чем просто навигационные указатели, вызвала мурашки. Им предстояло выяснить, что они означают и какую роль они играют в разгадке таинственной истории Гудзона. Возможно, они указывали на прошлые события, оставленные в размышлениях тех, кто здесь когда-то плыл, или закрывали собой зловещий секрет. Явно ощущалось, что эти символы — ключ к непонятной тайне, столь же будоражащей, как и сами легенды о кораблях-призраках. История Гудзона только начиналась, открывая все больше запутанных загадок, которые могли быть связаны с забытым ритуалом или повторяющейся морской легендой. Впереди команду ожидали новые открытия, возможно, еще более интригующие и шокирующие. Замороженное время. На борту Гудзона спасательная команда столкнулась с удивительным феноменом. Приборы, несмотря на исправность и проверку, демонстрировали непонятные и явно аномальные показания. Это вовсе не было связано с мистикой времени, но чувствовалось присутствие странной неисправности. Словно двигаясь в другом измерении, технические устройства фиксировали нестандартные результаты. Стрелки часов, казалось, иногда притормаживали, что можно было объяснить только передачей сигнала или электромагнитной помехой. Например, компас внезапно отклонялся, но с учетом отсутствия внешнего вмешательства подобные явления обрастали тревожными загадками. Обычные показатели навигационных инструментов удивляли своей непоследовательностью без очевидных причин для таких сбоев. Команде пришлось искать объяснения в возможных электрических разрядах от статики, атмосферных явлениях или просто технических недочетах. Не знающее страха человеческое воображение, конечно же, искало что-то необычное на борту. Оставалось лишь догадываться. Может быть, Гудзон пережил что-то еще более интригующее, когда плыл сквозь океанское пустое пространство. Проблемы с приборами подогрели атмосферу расследования, так как инженеры пытались выяснить возможные причины и механические неисправности. Без должного объяснения эти странности могли быть следствием внешнего воздействия или превратности исчезнувших экипажей, оставивших свои фантастические легенды в истории мореплавания. Но что-то еще более феноменальное могло ложиться в основу этих событий, и тайны Гудзона обещали открыть новые горизонты удивительных открытий. Предсмертное послание. Внутри трюма Гудзона, среди старых ящиков, команда спасателей обнаружила нечто удивительное. Портативное устройство с записью, выглядевшее как современный артефакт прошлого. Несмотря на старомодный вид, устройство содержало видеопослание, явно сделанное в панике. Запись показывала члена экипажа, который в спешке пытался передать важное предупреждение. Фигура в кадре была нервной, его голос напряженно дрожал. В своем обращении он описывал события, которые привели к эвакуации судна. Каждое слово отражало отчетливое чувство опасности. Он упоминал неведомую силу, неизвестную опасность, которая, казалось, поработила обитателей корабля, вынуждая их покинуть судно. Экипаж крепко держался, преодолевая ужас на борту Гудзона. Сквозь статический шум звучали слова предостережения, послание, замершее во времени. Видеозапись содержала загадочное предупреждение о сущности, называемой «Тень моря». Эта фиктивная опасность могла быть интерпретирована как зловещая мистическая сила, преследующая судно на протяжении его плавания. Последние слова «Будьте осторожны» подчеркивали, насколько серьезной была сила, что не оставила спасателям выбора, кроме как задаться вопросом о правдивости этой угрозы. Хотя сюжет был явно вымышленным, зловещая атмосфера Гудзона добавила к обстановке элемент интриги и обеспокоенности. Послание из прошлого всколыхнуло умы спасателей, расширяя границы их исследования странностей корабля. Теперь предстояло понять, что на самом деле привело их к этой находке и какие испытания еще ждут впереди. Корабль готовился раскрыть свои мистические тайны. Тайна прошлого рейса. Углубляясь в историю чуда на Гудзоне, мы перенесемся в яркий зимний день 15 января 2009 года. Рейс AWA 1549 авиакомпании US Airways поднялся в воздух, но вскоре столкнулся с испытанием, которое станет легендой авиации. Птицы, ударившись в моторы новенького Airbus A320, вызвали отказ обоих двигателей. Капитан Чесли Салленбергер, собрав все свое мастерство и хладнокровие, принял решение посадить самолет на реку Гудзон. Этот поступок спас все 155 человек на борту. Но что делает эту историю еще более удивительной, так это редкость и успешность таких посадок. Лишь немногие пилоты в истории сумели совершить вынужденную посадку на воду, и чудо на Гудзоне заняло особое место в авиационном сообществе. Это событие напоминает аналогичную ситуацию с Ту-124, когда в 1963 году советский самолет совершил вынужденную посадку на реку Неву. История чуда на Гудзоне полна невероятной выдержки и профессионализма экипажа, что позволило избежать
катастрофы. Хотя мистические элементы отсутствуют, реальность этих событий впечатляет сама по себе. Следующий шаг в нашем изучении вдруг сменяет акцент, ведя нас на тропу еще более завораживающих человеческих подвигов в мире авиации. Шокирующая разгадка. Шаг за шагом команда спасателей приближалась к разгадке, которая оказалась совершенно иной, чем они могли ожидать. Прежде всего, Гудзон был не просто кораблем, а символом истории и связанных с ней странных событий. В середине судна, среди рухнувших ящиков и разбросанных документов, они обнаружили потускневший сборник записей старого капитана. Каждая страница была потертым свидетельством о временах, когда технологии только начинали меняться. Самые неожиданные детали касались прошлой эпохи, где один из рейсов Гудзона отметился зловещей последовательностью событий. По мере прочтения они столкнулись с упоминаниями об инвестициях в перспективные путешествия и инновации, которые принесло 20-е столетие, прежде всего в мореплавание и авиацию. Неожиданно в записях появлялись намеки на необычные происшествия и неудачные эксперименты с неизвестными технологиями, что резко поменяло понимание роли судна в длинной череде исторических загадок. Однако реальный поворот событий был связан с известным чудом на Гудзоне, когда опытный экипаж самолета сумел посадить авиалайнер на реку в один из зимних дней 2009 года. Это событие было установлено как символ воли и мастерства, но на борту Гудзона удалось найти обрывки данных, рассказывающих о неразъясненных изменениях, с которыми сталкивались суда и самолеты, преодолевая просторы, где когда-то плавал капитан Генри Гудзон. Заключительная глава этой мозаики подсказала, что известные случаи не просто связаны с навигацией, а связаны с чередой естественных и технических вызовов, которые люди продолжали преодолеть. И, возможно, Гудзон сам стал частью этого опыта, как история, переплетенная с фактами и фигурами, чьи дневники отражают сложные человеческие усилия и вызовы, стоящие перед временами перемен.